Мы боимся мощных челюстей акул, крокодилов или львов, даже не подозревая, что опасность рядом, а мы ее просто не видим. Мы считаем, что не стоит обращать внимание на мелочи, но вы можете пересмотреть это понятие, посмотрев этот ролик. Так случается, что многие смертоносные существа на Земле также являются одними из мельчайших. Расческа звезд. Гребешки содержат тетродоксин, мощный нейротоксин, вызывающий паралич и возможную смерть от дыхательной недостаточности. Каждый грамм плоти гребенчатой звезды вмещает достаточное количество токсина, чтобы убить 520 мышей, и в настоящее время не существует известного антидота к тетродоксину. Индийская чешуйчатая гадюка. В то время как многие виды змей содержат достаточно яда, чтобы легко убить человека, именно они являются одними из главных виновников укусов змей. Эти рептилии, которых иногда называют маленькой индийской гадюкой или двойной смертельной дозой. К счастью, есть эффективное противоядие. Конусная улитка. Эти прекрасные существа, обитающие в теплых водах тропиков, мгновенно узнаваемые по высоко ценимым бело-коричневым мраморным раковинам. Их можно увидеть на небольших глубинах ближе к берегу, возле коралловых рифов и скальных образований, а также под песчаными отмелями. Но не смейте трогать брюхоногих моллюсков длиной от 10 до 15 сантиметров. Их скрытые, похожие на гарпуны зубы, содержат сложный яд, известный как конотоксин, что делает их одними из самых ядовитых видов улиток. Лишь горстка людей была им ужалена, но, к большому сожалению, противоядия нет. Токсин мешает нервным клеткам общаться друг с другом. Таким образом, токсин не только вызывает паралич в считанные секунды, но и, согласно его прозвищу «сигаретная улитка», дает вам достаточно времени, чтобы выкурить сигарету, прежде чем вы умрете. Иглобрюх обитает в тропических морях по всему миру. Хотя они являются вторыми по ядовитости позвоночными животными на планете после лягушки с дротиками с золотой стрелой, они, возможно, более опасны, поскольку их нейротоксин, называемый тетродотоксином, содержится в коже, мышечной ткани, печени, почках и гонадах рыб. Всего этого следует избегать при подготовке существа к употреблению в пищу. В самом деле, хотя дикие встречи безусловно опасны, риск смерти от иглобрюха возрастает при его употреблении в таких странах, как Япония, где он считается деликатесом, известным как фугу, и может быть приготовлен только обученными лицензированными поварами. И даже в этом случае случайная смерть от приема внутрь происходит несколько раз в год. Тетродотоксин до 1200 раз более ядовит, чем цианид, и может вызвать заторможенность языка и губ, головокружение, рвоту, аритмию, затрудненное дыхание, паралич мышц и, если его не лечить, смерть. Золотая ядовитая лягушка-дротик. Ядовитый дротик – это большая и разнообразная группа ярко окрашенных лягушек, из которых лишь несколько видов особенно опасны для человека. Самый смертоносный золотой ядовитый дротик обитает в небольшом диапазоне тропических лесов вдоль Тихоокеанского побережья Колумбии и вырастает примерно 5 сантиметров в длину. Его яд, называемый батрахотоксином, настолько силен, что в одной лягушке его достаточно, чтобы убить 10 взрослых мужчин. Всего 2 микрограмма, примерно столько, сколько поместилось бы на головку булавки, необходимо, чтобы убить одного человека. Но что делает земноводных особенно опасными, так это то, что их ядовитые железы расположены под кожей. А это значит, что простое прикосновение вызовет проблемы. Неудивительно, что коренные жители Эмбера веками заправляли кончики своих дротиков, используемых для охоты, токсином лягушки. К сожалению, вырубка лесов внесла лягушку в несколько списков исчезающих видов. Коробчатая медуза. Эти прозрачные, почти невидимые беспозвоночные, часто плавающие или медленно движущиеся со скоростью около 5 миль в час, в водах Индо-Тихого океана отслеживаются Национальным управлением океанических и атмосферных исследований как самое ядовитое морское животное в мире. Их одноименные кубические рамки содержат до 15 щупальцев по углам, каждая из которых достигает 8 сантиметров в длину, и все они высланы тысячами стрекательных клеток, известных как нематоцисты, что содержат токсины, которые одновременно атакуют сердце, нервную систему и клетки кожи.
хотя противоядия действительно существуют, яд настолько силен, что насчитываются сотни зарегистрированных смертельных случаев каждый год. Как известно, жертвы впадают в шок и тонут или умирают от сердечной недостаточности, не достигнув берега. Даже если вам посчастливится добраться до больницы и получить противоядие, выжившие могут иногда испытывать сильную боль в течение нескольких недель после этого и нести на себе неприятные шрамы от щупалец существа. Осьминог с синими кольцами. Несмотря на то, что он чрезвычайно мал, взрослые особи вырастают до 5 сантиметров, осьминог с синими кольцами считается одним из самых ядовитых существ в мире. Они послушны по своей природе, но кусаются, если взволновать их или случайно наступить на пляже. Противоядия от их укуса в настоящее время не существует. Сиднейский веб-паук. Некоторые пауки щеголяют своей смертоносностью, яркими цветами или придатками. Но есть и страшнее. Укус воронкообразной паутины – серьезный повод для беспокойства. Смертельный исход среди взрослых может произойти в течение 30 минут, поскольку атракзотоксин в яде вызывает короткое замыкание нервной системы человека. Интересно, что их яд не особенно беспокоит млекопитающих, не являющихся приматами, включая домашних животных. Что делает воронковые сети особенно опасными, так это их близость к людям и естественное поведение пауков, которое заставляет их искать убежище и строить сети в защищенных норах, таких как обувь и украшения для газонов. Агрессивные с самого начала и склонные к блужданию, эти пауки очень опасны. Клыки этого паука могут пробить человеческий ноготь или даже обувь, что они будут делать неоднократно, когда им угрожают. Укус воронкового паука настолько устрашающий, что врачи рекомендуют на всякий случай искать противоядие после встречи с любым черным пауком из семейства воронковых. Каменная рыба. Самую ядовитую рыбу, известную людям, легко пропустить, а это именно то, чего они хотят. В конце концов, каменная рыба названа из-за их визуального сходства со скалами. Они могут долго сидеть совершенно неподвижно и сливаться прямо с морским дном, где ничего не подозревающая нога может легко наступить на их спинные плавники, подготовленные и приготовленные, с мощными нейротоксинами. Самые неудачливые тупицы сделают резкий шаг, оказывая большое давление и увеличивая количество вводимого яда. Они также могут запускать вторичный защитный механизм каменной рыбы, известный как слезная сабля, которую можно сравнить с ножом. Смертельный исход от яда каменной рыбы может наступить в течение часа, поэтому рекомендуется немедленно искать противоядие. Тем временем применяя воду, нагретую до 45 градусов Цельсия, чтобы денатурировать яд. Самое главное, смотрите, куда вы ступаете. Блоха. Немногие существа столь же гнусны, как блоха. Эти крошечные, бескрылые кровососущие паразиты считаются антисанитарными по одной причине – они распространяют болезни. Фактически блохи были переносчиками одной из самых смертоносных пандемий в истории – черной смерти, также известной как бубонная чума. Хотя сегодня чума – редкость, она все еще существует. Ежегодно во всем мире регистрируется от 1000 до 2000 случаев. Индийский красный скорпион считается самым смертельным скорпионом в мире. Плохая новость – в небольшом размере. Существо вырастает только до 50-90 мм, но это только усложняет обнаружение. Если вы путешествуете по их родным местам в Индии, Пакистане, Непале или Шри-Ланке, обязательно встряхните свои ботинки, прежде чем надевать их. Медуза ируканджи – это самая маленькая медуза в мире. Еще это также одно из самых страшных животных, способных нанести укус в 100 раз сильнее, чем у кобры, и в 1000 раз сильнее, чем у тарантула. Хотя она чаще всего встречается в водах у берегов Австралии, она была также обнаружена во многих местах по всему миру, включая Флориду. Ее размер примерно не превышает кубического сантиметра, а это означает, что сетки для медуз, которые часто устанавливаются на пляжах, не обеспечивают практически никакой защиты. Те, кого ужалили эти крошечные медузы, страдают так называемым синдромом ируканджи, симптомы которого включают сильные боли во всем теле, тошноту, потливость, учащение пульса, кровяного давления, а также постоянное чувство надвигающейся гибели.
Муха ЦЦ, которую часто называют самой опасной мухой в мире, маленькое пятнышко насекомого размером от 8 до 17 мм, или примерно такого же размера, как обычная комнатная муха. Обычно встречается в Африке к югу от Сахары, особенно во всех центральных странах континента. Хотя сами мухи – отвратительные кровососущие насекомые, которые обычно питаются в пиковые теплые часы, настоящий ужас заключается в распространяемых ими простейших паразитах, известных как трипаносомы. Эти микроскопические патогены являются возбудителем африканской сонной болезни, заболевания, характеризующегося неврологическими и менингоэнцефалическими симптомами, включая изменения в поведении, плохую координацию, а также нарушение циклов сна. Если не лечить, состояние может быть фатальным. Несмотря на то, что вакцины или лекарства для предотвращения инфекции отсутствуют, методы защиты включают ношение одежды нейтрального цвета. Муху ЦЦ привлекают яркие и темные цвета, особенно синий, избегание кустов в течение дня и использование снаряжения, обработанного перметрином. Обыкновенный комар, размер которого составляет всего 3 мм, даже мельче мухи ЦЦ, занимает первое место среди самых опасных. Наше рассуждение. Огромное количество смертей каждый год от различных патогенов, переносимых несколькими видами комаров. Раздражающие насекомые, в первую очередь из родов Aedes, Anopheles и Culex, являются основными переносчиками таких болезней, как малярия, чикунгунья, энцефалит, слоновость, желтая лихорадка, лихорадка Денге, вирус Западного Нила и вирус Зика, которые в совокупности поражают около 700 миллионов человек и ежегодно убивают около 725 тысяч человек. Как отмечает Всемирная организация здравоохранения, более половины населения в настоящее время подвержено риску заболеваний, переносимых комарами. Учитывая, что вредителей привлекает температура нашего тела и выдыхаемый нами СО2, наше лучшее средство предотвращения инфекции заключается в использовании репеллентов с высоким содержанием активных ингредиентов, таких как дета и пикаридин. Ну что, вы до сих пор думаете, что размер имеет значение? Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи!